Мы первый раз строим дом в Латвии для себя. И сразу на миллион. Это дом, дикий дом. Мы сходим с ума, настроим с умом. Это дом, дикий дом. Наша мечта, дом на миллион. В нашем понимании все должно было быть гораздо проще. Ведь мы по возвращению с зимовки с Бали должны были просто купить дом. Бюджет у нас был 450 тысяч евро. Мы смотрели только в Марупе. И как оказалось, ничего нормального просто нет. Либо какая-то старая халупа, либо абсолютная безвкусица из картона. Поэтому мы плавненько перешли к поиску земли. И это, как оказалось, тоже очень непростая задача. Потому что в среднем в Марупе люди за 12 соток так себе земли хотят абсолютно непонятные мне деньги. Это не статус, не громкий успех. Итак, Марупе 15 соток, 130 тысяч евро. И дом рядом какой, да? Это пробыть опоры для всех, когда у родных под ногами земля. Это отдушина, это броня. Ну и вот ты выезжаешь, у тебя вышка это, и справа вот уже железная дорога. Ну то есть 130 тысяч евро. Как вы эти цены придумываете, я не понимаю. Там детский смех заменяет рассвет. Время не давит, и прошлого нет. Еще один кусок земли, 12 соток. Неплохая локация, но для нашего дома не совсем подходит. Опять же, вот эта вышка неприятная, каждый раз ее лицезреть лично мне не хотелось бы. Хотят 102 тысячи евро. И здесь был очень странный маклер. То есть она мне прислала какие-то едок-файлы, я их должен был через Eparex открывать. Потом она не отвечала, потом отвечала. Потом в итоге сказала, заходите на кадастр ЛВ, ищите документы. Клиент-ориентированность в Латвии. Ну, слава богу, а то бы я еще этот участок купил. Там счастье не мерят количеством слов. Вот участок земли, неплохая локация, 15 соток. Но у тебя дальше вид на шроты. При выезде ты видишь вот такие вот большие деревья, и все эти листья будут у тебя. Тут у тебя при выезде недострой, дорога так себе. 130 тысяч евро. Мы живем в Марупе уже 4 года, и я понимаю, почему сюда многие пытаются переехать, потому что район действительно классный, но я не понимаю, почему так стремительно растут цены на все, на дома, на земли. Ну, еще земли, ладно, окей, потому что земель становится меньше, но на старые халупы, которые разваливаются просто, а их в Марупе много, да, и нужно уметь найти район правильный, где ты этого просто не видишь, да, то у тебя эти провода над землей, ну, то есть земля, которая осталась, то есть очень много домов с этими проводами, очень много промзоны, много болот, ну, мне непонятно, куда так цены растут, и они продолжают расти, и земли продолжают скупать. Во всей этой суматохе поиска один риэлтор рассказал нам про кусок земли, который он сам бы для себя с удовольствием купил. Это звучало заманчиво. Он назвал нам адрес, мы собрались и поехали. От центра Марупа мы ехали 4 минуты. Погода была типично латвийская, ветер, дождь. Прошлись, промерзли. В общем, Насте не понравилось, и мы уехали. Проходит неделя, две, мы продолжаем поиски земли, но этот кусок у меня из головы не выходит. Я думаю, дай-ка в объявление, зайду еще раз посмотрю, а его уже нет. Я понимаю, что его купили. Все, упустили. И тут оно появляется. Видимо, обновили объявление. Я тут же звоню, договариваюсь на вечер. Мы приезжаем сюда, встречаемся, выходят соседи. Мы пообщались с соседями и поняли. Здесь мы хотим строить наш дом. Но есть проблема. Здесь нет канализации, нет воды. Это считается лес. А это все сильно усложняет. Для того, чтобы была вода, нужно сделать скважину 107 метров. А это насосы, это фильтра. В общем, я понимаю, что надо торговаться. Потому что я придерживаюсь простого правила. Сколько бы у тебя денег не было, их нужно считать. Я до сих пор не могу поверить, что вот это наш лес. Первая цена участка была 90 тысяч евро. И если бы были все коммуникации, это очень хорошая цена. Ведь здесь 30 соток, здесь отдельный поселок, шлагбаум, асфальтированная дорога, адекватные соседи, что очень важно, красивые дома рядом. Ну, то есть, окей.
Но я обзвонил все компании по поводу скважины, по поводу леса, по поводу всего остального, септики и так далее. И я понял, что 20-25 мне уже со старта туда надо засунуть. И я начал торговаться. Торг проходил у нас в 2 этапа, но в итоге мы забрали землю за 60 тысяч евро. Я считаю, что это просто невероятная удача. Я вообще не понимаю, как это произошло. Но в очередной раз подтвердилась фраза, что от тебя твое не уйдет. Приехал регистрировать землю, земельку. Вот написано Б и И. Я обошел здание вокруг. С видел вход, А видел вход, Б не видел. Участок на самом деле огромный. Мы искали где-то от 12 до 15, наверное, соток на наш дом. Но когда увидели эту землю, поняли, что меньше 30 нам не надо. Получается, граница проходит от соседа. Весь этот лес маленький, это все на нашей территории. Итак, проходит какая неделя, и все, земля официально наша. Но это был самый простой этап, ведь следующий вопрос – постройки. Что делать? С чего начинать? Забегая вперед, сразу же могу рассказать, что я создал сайт magnushouse.com, и там пошаговый блупринт по постройке современного дома, такой, как строим мы в 2026 году. В целом все очень интересно складывается. У меня были разные этапы. В 2018 году я потерял все и по кирпичику начал выстраивать свою жизнь заново. Встретил Настю, спустя 3 месяца сделал ей предложение, у нас в августе будет 4 года свадьбы. Сейчас я делаю все, чтобы перейти в новый этап жизни. Это непросто. Не все получается, но преодолевая трудности, я чувствую, что живу. Живите и вы. Благо у меня развиты соцсети. И когда я задаю какой-либо вам вопрос, вы шлете мне огромное количество контактов. Я вам за это, честно говоря, очень сильно благодарен. Я много с кем встретился, но у меня в прошлом есть очень положительный опыт работы с молодыми. Они заряженные, они голодные, они готовы работать и идут в ногу со временем. Таким образом, я повстречался с Анной. Так это дуб. О, молоденький. Это дуб молодой, представляешь, Зай? Не, мы его оставляем, я трогать не буду дуб. Перед тем, как покупать участок, Да. я тебе написал вот это. И Да. ты мне прислал кучу документов. Да. Это все в открытом доступе обычно есть. Можно зайти на geolatvia.lv, выбрать свой земельный участок и посмотреть все документы. Прихожая. Сколько она квадратов у нас получается? Она сейчас 5,5. Ну, это вот это маловато. Нам надо прям, чтобы прихожая была. Прям. Она 3,5 метра. Потому что я могу сразу сказать, я терпеть не могу. Вот ты заходишь в дом, и вот у тебя шкафы, и вот ты как-то протиснулся. А если 3 человека, то все, вы уже друг друга терпеть не могу. Мне надо, чтобы ты зашел, и у тебя вот холл. Помнишь, я тебе по планировке присылал? Должна быть телевизионная зона, здесь 6-метровые окна, и здесь выход на кухню был. Но я думаю, там можно распределить. Сколько у нас квадратов это получается? 64. Ну, как бы... Можно больше сделать. Я бы больше сделал. 64 как будто бы для телевизионной зоны, для стола, для кухни, как будто бы маловато. Я могу доделать план 1-го этажа, 2-го и сделать 3D. Ну, как бы... Вот, да. И тогда мне будет гораздо понятнее. Мы примерно это показываем. Бувалды с этим знакомится, говорит, что ребята молодцы. Ага. Они выдают буватляю, в которой Да. они говорят, что чтобы вам, не знаю, там, начать строить, вам нужно обязательно выполнить наши требования. Да. То есть это конструкции, дарбоорганизация спроекта, энергосертификат. Воды и канализации у вас тут нету, у вас будет Септики. септик и урбумс. Сколько тебе нужно времени Мне еще дорисовать? где-то ну, я могу сегодня Да. доделать вот этот план, чтобы уже В субботу. примерно. Так вот. Получается, грубо говоря, через неделю
можно будет, если будет уже не будет много замечаний, допустим, Да, по если мы архитектуре. быстро мы говорим, Да, что да, мы да. хотим, а мы не начинаем там думать постоянно. Да. А не давайте здесь так, потом через неделю нет, давайте мы перейдем. Да, Ой, если я мы- нашел что-то на Pinterest, мне понравилось. Я представляю, у тебя такое было, да, видимо. И все, конструктор заканчивает БК, Да. да, У нас еще будет отдельное 3D для БК. да, То есть отдельно будет архитектура, где будут окна, фасады, стены, Да. примерно Да. такое, ну вот, очертания. И отдельно будет БК 3D-модель. да. Когда мы можем заливать фундамент или что-то разрывать? Конструкция готова. Я еще сделаю вместе с архитектором, вот как стройка должна происходить. То есть у нас будет стоять тут, допустим, Бутовка там, да. да, где будет у нас биотуалет, ну вот из чего, Красота, да, откуда хорошо. будет идти электричество. Кайф. Ой, это прям надо. Все вот так Да, вот я это так будет люблю. готово. Да, хорошо, класс. Мы сделаем энергосертификат, конструкция готова, доп. Готов. Мы все это подаем, опять-таки, в Булды Да. на вторую вот этот вот Да. полный состав. Еще месяц, да, там. По закону у них, да, Лично мне очень нравится ее подход. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто на каком этапе работ может подключиться, потому что работ будет много. Мне нужна куча всяких контактов, адекватных, нормальных, хороших строителей. Да и так вообще, представьте, какой объем. В общем, если вы что-то умеете делать, напишите, пожалуйста. Первый этап был выбрать участок земли, потому что очень много нюансов. Там, на самом деле, мы когда копнули, слава богу, вот Анна мне помогла, она вообще столько документов нарыла, столько моментов сразу подсказала, что я бы сам, конечно, вообще не справился, и точно вот сами не беритесь. Второй этап – топография. Надо сделать топографию, чтобы проектировщик знал, что находится в данный момент на участке, ситуация. То есть сейчас мы просто сделаем замеры всей территории участка, и после этого все это нарисовать и отправить на согласование с инстанциями. Да. То есть они должны, такие как Садлстейк, Алстамгаз и прочие, да, они должны сделать согласование и после этого топографию зарегистрировать. Смотри, вопрос. Вот там колышек стоит. Да. Да? Вот это граница участка? или Проверим? нет? То есть ты мне сейчас сразу же скажешь, Ну, проверим, все конечно. границы, все вообще, да? Да, если у тебя колышки стоят, так тем более проверим их просто и все. По идее, как планируется, будет там заезд. Здесь я буду заезжать в гараж через деревья. Тут будет гараж. Тут будет стоять домина. А, Здесь мы видим существующую информацию, которая была в базе данных, да, то есть дорожка, тут какие-то элементы и прочее, да, то есть так же самое видим границы, красные линии Да, и прочее, да, то есть какие-то определенные элементы, да. То есть, по сути дела, мы уже едем на объект, знаем, что там происходит. Ну, у меня все хорошо, да? Ну, что у тебя что? А что у тебя может быть плохо? Ну, мы можем заодно посмотреть, как сосед построил забор по отношению к тебе. Он должен был красиво построить. А? Да, не, все. Все хорошо, да? Все хорошо. Ну, то есть вот центр забора, да, Да. центр столба является как раз границей. Ну, прекрасно вообще. Вот интересно, береза моя или нет? Ну вот сейчас пойдем посмотрим. Ну-ка. Нет. Нет? Нет, вот так вот она твоя. Не, ну ладно, в любом случае я не собирался ее ни в коем случае спиливать, потому что я считаю, нужно оставлять как можно больше деревьев на участке. Проект они там решили один сделать. Да. Ну и у них два колодца. Я спрашиваю, говорю, что за два колодца? Он говорит, так это две скважины. Я говорю, а почему две? Он говорит, одна, в одной вода как-то закончилась. Да ладно. 8 тысяч евро и просто и вода закончилась. Это попадало, конечно. Прикинь. Это вообще не весело. Птички поют тихо. Кукушка кукует. Вот лучше участка в Марупе я бы для себя не нашел. Это граница оба. Два ну всё. границы. Ну, значит, все правильно отмечено было. Да. И хоть вообще, представляете, 30 соток Марупе. Какой здесь будет дом? Как это все будет выглядеть? Блин. Это будет очень трудно, это будет очень дорого, но 100% я могу сказать и сейчас, и в конце я скажу, что это стоило того.
поскольку мы строим дом на миллион, все должно быть на 100%. И поэтому я вникаю в каждый этап. И сейчас этап планировки. И я скажу, это прям вызов. Вот и было бы классно, если бы я мог выйти, вот смотри, вот отсюда, с мастер-бедрума, утром, к примеру, вот, захотелось мне принять солнечную ванну. Я так хоп, сюда прошел, и потом обратно. Ну, это прям было бы идеально. И здесь солнечная сторона. Где-то до 4, до 5 вечера тут все время солнце. И вообще, вот возьми вот эту планировку за пример, к примеру, сауна 5,5 квадратов, да, это хорошо, потому что здесь это, посмотрел, здесь 3, маловато. 5,5, вот ее надо чуть увеличить. Ну, я не знаю, вообще вот спа-зона, как бы ее прям хочется. Нет. Потому Я бы что не вот сказал бы, что она прям must have. Просто у меня изначально была идея, может быть, спа-зону сделать также со спортзалом. Можно. Можно, почему нет? Да. Давай попробуем распределить так, чтобы у нас был вот примерно прямоугольник. Ну хорошо. И То есть, тогда... если вот, допустим, я захочу сделать помещение, вот, которое будет связано с гостиной, ничего страшного. Смотри, в гостиной будет телевизионная зона. Это значит полная цельная стенка. Да. И вот за ней мы можем что-то делать. То есть, к примеру, если телевизионная зона здесь, то ты смело что-то можешь делать тут. То есть я изначально просто думала, что вот эта вот вся зона, то есть она такая отдельная. То есть в нее входят, ну вот, Я понимаю. чтобы она не была сквозной. Я понимаю, о чем ты говоришь, но я хочу видеть масштаб. Мне нужен простор. Вот как я говорил, да, я вот выхожу в эту точку, вот я только переоделся, сбросил какие-то вещи, вышел сюда, и у меня просто туда. И я такой, кайф. И учитывая, что здесь цельная стена, вообще ее всю можно использовать. Окей. Да, чтобы не терять пространство, потому что, опять же, сделать какой-то еще там штюнит из для чего-то. Потому что, всегда, захочу я на старости лет свинью завести, вот будет у меня бздык такой. А тут хоп, свининная. У меня так мозг нехорошо соображает, как у тебя. Ты тогда нарисуй. Хорошо. Я визионер, я примерно общими мазками могу. Я знаю, что мне надо точно, да, но как это сделать, я не знаю. Для этого есть ты. Буквально только что позвонил мой новый сосед со словами: «Илья, у нас проблемы». И, как правило, у меня уже профдеформация к такой фразе, потому что обычно ты приезжаешь, решаешь, и это не оказывается какой-то большой проблемой. Но когда тебе звонит взрослый состоявшийся человек, все-таки следует отнестись со всем вниманием. И он говорит, проблема с лесом какая-то. А мой участок и его участок разделен лесом. Сейчас пойдем смотреть. Самое болезненное в этой ситуации то, что этот лесок, он является просто жемчужиной этой земли. И очень не хотелось бы его потерять. Ну что, все нормально с лесом. Ну ладно, он говорил, что где-то с его стороны здесь все в порядке. Вот у него... нет, ну ладно, это не то. Ну пошли. Ну вот тут уже... Опа! А вот они. Вон, полностью вообще опавшее все. Так, 1, 2, 3. Нормально тут вообще у меня в дереве пила. Это вообще что за прикол? Видно, это старое, но как бы 1, 2, 3 дерева. 4 таких. Фу, паутина. Извини, своя земля не обидит. 15, 16, 17, 18, 19. Этого не было, когда я покупал землю. Так, давай смотреть дальше. Это дуб, хороший дуб. Так, 19. Вот тут. 21, 22. Ну вот эти вообще мертвые уже такие. 23, 24, 25, 26. Вот тут вот они, да, все эти иголки, которые должны быть живые. В моем понимании, я как бы не лесник, но 26 елей.
явно не в порядке, то есть с ними явно что-то не так. Пу-пу-пу. И вот у этих тоже что-то начинается, да, у соседних. Вот она вроде красивая, но в центре тоже она такая уже вся. Вот ничего в моей жизни не бывает просто. Чат GPT говорит, что это короед, и те деревья, которые вот пострадали, все, их уже не спасти. Это все под вырубку. И остальные нужно обрабатывать полностью все, чтобы этот короед на них не перелез и также их не сожрал. Но опять же, чат GPT не панацея. Нужны специалисты, так что буду звонить в Латвijas valsts meži и будем решать, как спасать этот лесок. Но это уже во второй серии. Вот как раз мы на земле только что были, и сосед присылает сообщение, тоже включился в процесс. Вот вообще молодец, присылал аудиосообщение. Я с ними созвонился, мне там вывели на какого-то лесничего, вот, который сказал, что да, надо смотреть, может быть, этот мисс Граузис, может нет, надо приезжать. Он попросил кадастровые номера участков и сказал, что, скорее всего, в пятницу сможет приехать посмотреть, если, оценит как бы ситуацию, и тогда будет приниматься какое-то решение. Я говорю, а что обычно происходит? Он говорит, в этой ситуации, он говорит, сейчас сложно сказать, надо увидеть, говорит, но, возможно, какая-то будет санитарная вырубка, вырубленные деревья потом будут проданы, а и за это еще денег заплатят. Но вопрос, что такое санитарная вырубка? Это те деревья, которые, они считают пострадавшими или на всякий случай еще вокруг. Я уже не стал это уточнять. Ну вот, сами все слышали. То есть будет, конечно, не очень весело, если сейчас сделать какую-то санитарную вырубку, там пол леса просто снесут. Им-то пофигу, они нам денег заплатят. Мне денег не надо, я хочу лес оставить. Финальную съемку к первому выпуску я делаю в свой день рождения. Я родился 2 июля 1987 года. Сегодня мне исполнилось 39 лет. И, как вы, скорее всего, уже поняли, этот влог не только о стройке. Ведь первые свои влоги на YouTube я начал снимать еще в далеком 2018 году. Это был канал о жизни и бизнесе в Латвии под названием «Жизнь Рижанина». Он стремительно начал набирать популярность, но внезапно я прекратил съемки. Это было связано с тем, что в моей жизни произошло резкое крутое пике, падение вдребезги, было очень тяжело, но спустя уже 2 недели я снял офис, который мог себе позволить. Как сейчас помню, стоил он 80 евро в месяц и стал работать. Уже через 4 года я в абсолютно новой сфере превзошел свой предыдущий результат. Поэтому этот влог о том, как не сдаваться перед трудностями, как получать удовольствие в процессе и как достигать своих целей, несмотря ни на что. Подписывайтесь, будет весело, ведь мы строим. Дом на миллион. И пусть было трудно, я все пережил. Каждый удар меня закалил. Теперь за спиной не просто мечта, а место, где вырастет наша семья.